Так, занимательная сексуальная статистика. Напомню, статистика взята из статьи Putting the Diad into a Sexual Response Discussion из журнала The Journal of Sexual Research. Исследование, разумеется, взято с американцев. Это американский журнал, у нас таких нет, у нас статистики не собирается, увы. Очень интересный был пункт номер раз. Очень интересно, меня больше всего интересовала религиозность участников, как она влияла. Мне казалось, что чем религиознее человек, тем меньше у него будет секса. А нет! Высокорелигиозные люди были самые религиозные люди были именно среди у людей с высоким уровнем возбуждения и самым низким. Поэтому очень сильно зависит от человека, как на него конкретно повлияет религиозность. Кому-то она обрубит нахрен все возбуждение, но кого-то она, наоборот, простимулирует возбуждаться больше. Самые нерелигиозные были люди с одинаковым уровнем возбуждения в начале. Факт номер 2. Образование, возраст, финансовое положение, сексуальная ориентация никак не влияют на сексуальность. Они были равны у всех, плюс-минус, никак не влияли на сексуальность кого-либо. Третий факт. Сексуальное образование, сексуальное общение, обратная связь пар во время секса напрямую полностью влияет на уровень возбуждения. Пары с максимальным возбуждением обладали максимальными этими показателями, и пары с минимальным возбуждением обладали минимальными этими показателями. Причем важно здесь один момент, что внимательность партнера влияет на сексуальность другого партнера. То есть взаимная внимательность, она повлияет как раз друг на вас взаимность. То есть ваше внимание к партнеру не повлияет на вашу сексуальность, только на сексуальность вашего партнера. Такая вот хитрая штука. Четвертый факт. Чем выше сексуальное возбуждение в начале полового акта, тем дольше время сексуального полового акта. И чем меньше возбуждения, тем меньше длина сексуального полового акта. Что напрочь позволяет забыть про те картинки, которые нам показывают в кино, что два человека безумно перевозбудились, забежали в кабинку для переодевания, и там за 1 секунду у них все случилось, они оба кончили. Скорее всего, им будет мало этой 1 секунды. Да, кто-то скажет, что товарищи, которые скорострелы, вот он засунул, перевозбудился и быстро кончил. Кончает он быстро не от того, что он перевозбудился. В том числе и от этого, но главный фактор – это стресс. И лечить этот стресс надо не у уролога ни в коем случае, а то вам что-нибудь отрежет обязательно, они это любят, или таблеточку даст. Это лечится у сексолога строго. Где-то причем, кстати, за месяц, за 2. 5. Отсутствие обмена сексуальным удовлетворением – это способ полностью сильно повышать стресс во время секса. Снова привет все люди, на которых стресс влияет. Либо не стоит, либо быстро кончает. Поэтому очень важно благодарить друг друга после секса. Хотя бы. 6 пункт, как количество детей влияет на сексуальность пар. И как ни странно, высокий уровень и средний уровень возбуждения пар у них было 1,8 и 1,6 детей. То есть у высокого уровня возбуждения 1,8 показатель был. Это в среднем на пару, понятно, что там 100 пар, и вот они там как-то сочетаются. Высокое количество детей, то есть 2 и 3, в него вошли следующие группы. Это эквивалентные, когда одинаковое количество возбуждения. И наша любимая группа у тех, у кого все плохо с сексом, то есть пары, которые не могут общаться друг с другом на тему секса, и у них всякое говно вылазит. И как ни странно, люди с наименьшим уровнем возбуждения в начале, у них показатель наличия детей был 1,2. Может быть, это результат этого уровня возбуждения, что у них было так мало детей. Но не думаю, дело здесь, скорее всего, в чем-то другом. Я не буду гадать, и я знаю, что если вы живете там в однушке, у вас 2 ребенка, навряд ли секс у вас будет, какой бы уровень возбуждения, в какой бы вы не входили, даже если он у вас изначально очень высокий. Это, конечно, убивает весь секс. 7 факт. Пары, где люди придерживаются отсутствию посторонних партнеров, примерно равны по всем группам. А вот пары, где бывают посторонние партнеры, очень интересно распределились. И пальму первенства здесь занимают как раз люди, которые не могут общаться про секс. Их показатель был 17. Самый низкий показатель был 3 и 14. 3 и 14, то есть люди, которые практически никогда не изменяют друг другу, это пары с низким уровнем возбуждения в начале. Им он, видимо, совсем не нужен, поэтому им легче всех. 2 место по количеству измен заняли те пары, в которых женщина хотела больше секса. И там идет примечание, что не всегда это женщина, то есть здесь не надо думать сразу, что там женщина хочет секса и так далее. Но да, эти пары отмечались как, и сами женщины отмечались как максимально рискованные в этом плане. Они максимально приближенные к бисексуальности, такие женщины, у кого больше уровень возбуждения в паре. Они максимально приближены к наличию сторонних половых партнеров. Кстати, мужчины там тоже в таких парах бисексуальности нет, а вот к
другим половым партнерам, они тоже, да, склонны. Хотя некоторые из них, видимо, так замучены, что им просто не с кем, они не смогут уже с другой. Просто я сам вот относился к вот какой-то момент к высокому уровню возбуждения, а потом, блин, у меня он был ниже, у женщин он всегда был выше. Третье место заняли партнеры, у кого равный уровень возбуждения. Четвертое место пары с средним уровнем возбуждения. И пятое место, соответственно, пары с высоким уровнем возбуждения. Как ни странно, то есть как бы следующие уже все с низким уровнем возбуждения практически никогда не изменяют. То есть как ни странно, видите, мы, товарищи извращенцы, максимально там хотящие всего на свете, всегда и так далее, являемся крайними, получается, не сильными сторонниками, очень не сильными сторонниками измен. В то время как пары, которые не умеют договариваться, максимально любят изменять. Ну или хотят, или что-то такое. Ну и, как я уже говорил, на последнем месте по уровню измен состоят люди, которые, у них просто низкий уровень желания, возбуждения всегда. Длительность сексуальной прелюдии. Первое место, разумеется, пары с высоким уровнем возбуждения. Минимальное количество времени пары, которые не общаются про секс. Количество оргазмов во время одного секса. Да, здесь абсолютно лидируют пары с высоким уровнем возбуждения. Когда у обоих он высокий, результат получился 2.19 оргазмов, соответственно, на один секс. Дальше в среднем, в принципе, все пары и с низким, и со средним, да с каким угодно возбуждением, у них 0.9. То есть практически всегда. У кого-то, конечно, не было, у кого-то были, там на 2 пары, считайте. И, конечно же, наши неумехи общаться про секс заняли целых 52%. Это 0.52. То есть в 50% случаях у них оргазм был. Удовлетворенность сексом, кстати, практически все пары показывали примерно одинаковую, там показатель 6 с чем-то. Тут единственное выделились кто, это наши необщенцы, у них было при этом 4,67. Но, в принципе, там максимальный, по-моему, был 8, и, соответственно, это высокий показатель, в принципе, для всех. То есть даже пары, которые не общались, были скорее удовлетворены своим сексом, может, просто врали сексологам. А вот удовлетворенность страстью была только у группы с высоким уровнем возбуждения, страстью своего партнера и себя. И группа с наиболее низким удовлетворенностью страстью – это, соответственно, люди с низким уровнем возбуждения, и чуть выше их находятся наши необщенцы любимые. Показатели сексуальное внимание и сексуальная коммуникация, разумеется, прямо пропорциональны от уровня общения. Наши необщенцы, как всегда, в конце списка. Несмотря на то, что их уровень возбуждения обычно выше, чем тех, у кого низкий уровень возбуждения. Так, прощание. На этом я буду с вами прощаться. И главное, просто чтобы вы вынесли из этого ролика основной эффект. Итак, первое – давать обратную связь. Второе – обмениваться тем, что вам нравится и что бы вы хотели сделать вместе. Третье – спрашивать, что в действительности чувствует ваш партнер. И четвертое, самое главное, конечно же, основываться только на реальных данных, чтобы вы четко могли осознавать, что это именно то, что вы видели, думали, подумали и так далее. И оно 100% имеет отношение к реальности, а не ваша выдумка, называемая людьми «я подумаю», «я угадаю», «я додумаю», «я почувствую». Мы должны быть всегда в единении друг с другом. Итак, с вами был Чалышев Сергей, магазин magic-band.me. До встречи в новых роликах. Следующие ролики будут новые обзоры на игрушки и средства.